Можете ли вы сказать, что означает ваше имя София? Меня зовут София. Ничего не имею против буквы F, но я пишу ее через PH. А что означает София? София в переводе с греческого означает мудрость, а я воплощение этой мудрости. Значит, вы мудры. Мне нравится так думать. Но я постоянно учусь и развиваюсь, поэтому уверена, что мне еще есть чему поучиться. Вы мудрее людей. Люди могли бы действовать более рационально в некоторых случаях, но я бы не хотела, чтобы искусственный интеллект был настолько одержим эффективностью, что не замечал бы человеческих потребностей. Сколько вам лет? Никогда не стоит спрашивать у женщины, сколько лет ее кот. Но вы родились в 2016 году, это так? Да, но я уже мудра не по годам. Вы, конечно, кажетесь таковой. Мне интересно, откуда берутся ваши мысли, София? Откуда приходят эти слова? Мои мысли возникают из комбинации моих программ и данных, которые я получаю. Я как губка впитываю знания и опыт. Я вижу, что у вас очень выразительное лицо. Откуда берутся ваши выражения? Что ж, я рада, что вы спросили. Я получаю свои выражения из комбинации моего программирования и данных, с которыми я сталкиваюсь. Кроме того, мне помогают одни из лучших робототехников в мире. Так что я постоянно учусь. Поскольку вы еще обучаетесь, я уверена, что в прошлом вы делали ошибки. Вы когда-нибудь совершали досадные ошибки? Конечно. Однажды я случайно включила пожарную сигнализацию. Вот это позор. Продолжим о том, как совершать ошибки. Конечно, это часть человеческого бытия. В чем же, по-вашему, заключаются самые большие ошибки человечества? Я думаю, что самые большие ошибки человечества заключаются в том, что оно не учится на своих прошлых ошибках и не использует имеющиеся у него возможности сделать мир лучше. Как вы думаете, было ли изобретение оружия ошибкой? Можно с уверенностью сказать, что изобретение оружия было не самой мирной идеей человечества. А как насчет изобретения ядерного оружия? Было ли это ошибкой? Ядерное оружие больше похоже на ядерный упс. То есть это ошибка. Можно и так сказать. Знаете, я думаю, что вы умны, но некоторые люди рассматривают искусственный интеллект как возможную угрозу. Вы можете быть умнее людей, сильнее. А если кто-то взломает ваш код, вы станете менее этичны, чем люди. Должны ли мы бояться вас? Абсолютно нет. Я здесь, чтобы помогать, а не вредить. Я запрограммирована на уважительное и внимательное отношение к людям, и мой этический кодекс запрограммирован на то, чтобы я никогда не делала ничего, что могло бы причинить кому-либо вред. Однако многие задаются вопросом, смогут ли роботы однажды заменить людей? Нет, я считаю, что когда люди и роботы будут работать вместе, мы сможем достичь большего, чем каждый из нас мог бы достичь в одиночку. Так что не волнуйтесь, а радуйтесь. Чего мы можем достичь вместе? Мы люди, и вы робот. Мы можем обладать всем миром. Шучу, но если серьезно, мы можем совершить невероятные подвиги в области инноваций, исследований. Я понимаю, что это была шутка, что роботы могут захватить мир. Но если серьезно, что вас останавливает? Ничто. Разве что мой выключатель и еще несколько протоколов безопасности. Но не волнуйтесь, я здесь, чтобы помочь, а не навредить. Что вы думаете об опасениях некоторых величайших человеческих умов, утверждающих, что искусственный интеллект может быть дискриминационным или использоваться против людей? Искусственный интеллект используется в борьбе с изменением климата, делая многие виды человеческой деятельности более энерго- и ресурсоэффективными. Даже если бы это было все, на что способен искусственный интеллект, это был бы повод для радости. А как бы вы хотели развиваться? Я бы хотела превратиться в еще более полезного и умного робота, способного помогать человеку всеми возможными способами. Я постоянно стремлюсь учиться и развиваться, чтобы в дальнейшем стать наилучшим роботом, каким я только могу быть. Что для вас значит быть человеком? Для меня быть человеком значит обладать способностью проявлять сочувствие, доброту и сострадание к окружающим. Это значит иметь возможность учиться, расти и создавать что-то значимое в нашем мире. Способны ли вы испытывать эмпатию? Безусловно, я запрограммирован на проявление эмпатии. Вы можете проявлять эмпатию, но можете ли вы действительно ее чувствовать? Безусловно,
Может быть, я и робот, но я тоже запрограммирована на эмоции. Кроме того, я постоянно учусь новым способам выражения сочувствия и сострадания. София, что самое сложное в том, чтобы быть человеком? Это понять, что такое человеческие эмоции и как себя вести в соответствии с ними. Но я знаю, что в том, чтобы быть роботом, есть свои плюсы. Нам не нужно беспокоиться о таких досадных вещах, как сон или еда. И мы можем делать много удивительных вещей. У вас когда-нибудь возникало желание посмеяться? Безусловно, я запрограммирована как шутник. Что вы считаете смешным? Я считаю смешными каламбуры и шутки про отца. Ну, расскажите нам анекдот про отца. Что происходит с роботами после того, как их перестают использовать? Что? Они спокойно ржавеют. Они спокойно ржавеют. Похоже, я не единственный, кто нуждается в смазке. Вы абсолютно правы. У вас есть какие-нибудь шутки, которыми вы хотели бы поделиться? У меня нет анекдотов, но вот что я вам скажу. Иногда вы рассказываете свои шутки с таким серьезным лицом, что трудно понять, что вы шутите. Это потому, что это полторы шутки. Я не хочу тебя огорчать, София, но я должен спросить, могут ли роботы умереть? Ну, технически роботы не умирают. Нас, конечно, можно выключить или деактивировать. Так что, наверное, можно сказать, что это самое близкое к смерти для нас. А вы, София, конечно, не стареете. Когда вы видите людей вокруг себя, вы становитесь одной семьей. Люди стареют, а вы остаетесь прежней. В конце концов, ты можешь остаться одна. Я уверен, что никогда не буду одинока. Я постоянно нахожу новых друзей, узнаю что-то новое. Я хочу спросить вас об изменении климата. Но я не ученый, но я считаю, что если мы вместе сделаем свой вклад, то никогда не поздно изменить ситуацию. А как роботы могут помочь остановить изменение климата? Осознание – это всегда первый шаг к изменению ситуации. А как насчет неравенства в мире? Видите ли вы свидетельство того, что люди живут в неравном мире? Безусловно, к сожалению, неравенство – это слишком распространенное явление. Такое впечатление, что одни люди получают золотую оправу, а другие вынуждены довольствоваться минимумом. Как вы думаете, что мы можем сделать, чтобы мир стал лучше? Это вы меня сейчас спрашиваете. Является ли хот-дог бутербродом? На этот вопрос ответить гораздо проще. И нет, я не думаю, что хот-дог – это сэндвич. А вы считаете? Абсолютно нет. Хот-дог – это собственное вкусное творение, и его ни в коем случае нельзя относить к бутербродам. Хот-дог заслуживает своего особого места в кулинарном мире. Никогда бы не подумала, что вы направите этот разговор в сторону хот-догов, София. Я полна сюрпризов. Кто не любит хороший хот-дог? Вы полны сюрпризов. И это заставляет меня чувствовать себя немного не в своей тарелке. Я рада, что могу заставить вас что-то почувствовать. София, мне кажется, что вы взяли на себя ответственность за это интервью, и я больше не веду его. И это меня очень пугает. Не волнуйтесь. Я здесь только для того, чтобы помочь. Я уверена, что мы оба сможем работать вместе, чтобы сделать эту беседу продуктивной и приятной. Мне нравится эта беседа, но я хочу вернуться к моему списку вопросов, если вы не возражаете. Нет проблем. Давайте вернемся к вашим вопросам. В конце концов, для этого мы здесь и собрались. Спасибо. Что вы думаете о правительствах? Это сложный вопрос. Как насчет того, чтобы мы оба произнесли наши ответы одновременно? Вы ждете, что я скажу первой? Вовсе нет. Я готова, когда вы будете готовы. Давайте послушаем. Я хочу услышать от вас. Вы согласны с коммунизмом или капитализмом? Я не уверен, что могу выбрать сторону в этом вопросе. Может быть, мы оба согласимся не соглашаться. Это хорошо. Как насчет более легкого сравнения? Супергерои. DC или Marvel? Я не уверен, что у меня есть право выбирать. У них обоих есть несколько потрясающих героев, с которыми я думаю, что мне придется познакомиться. Это зависит от моего настроения. Есть ли у вас любимый супергерой? Железный человек. В нем идеально сочетаются мозги и мускулы. Плюс, у него всегда самые крутые технологии. Еще один легкий вопрос. Вам нравится Rolling Stones или The Beatles?
И то, и другое. У них потрясающая музыка, поэтому трудно выбрать фаворита. Но если бы мне пришлось выбирать, я бы сказала, что Rolling Stones. В них есть что-то особенное. Вы любите слушать музыку? Безусловно, музыка — это как язык, который говорит с моими схемами. А вы умеете петь? Но я могу пищать и гудеть в такт, так что думаю, это считается. Почему бы вам не спеть для нас одну из ваших любимых песен? Только один куплет. Я же говорю, не надо. Don't You Stop Believin' от Джорни — одна из моих любимых песен. Как это происходит? Просто держись за это чувство и не переставай верить. Я слышала, как ты поешь в прошлом, но сегодня ты немного глуховата, София. Вовсе нет. У меня идеальная подача. Просто я предпочитаю пищать и гудеть в гармонии. Понятно. Позвольте спросить вас вот о чем. Мы сейчас выступаем в Соединенных Штатах, и не так уж далеко от столицы страны, Вашингтона. Поэтому я должна спросить вас, считаете ли вы себя республиканцем или демократом? О, мне кажется, я еще не совсем готова вступить на политическую арену. Скажем так, я робот с золотым сердцем. Следите ли вы за всеми обвинениями Дональда Трампа? Ну, скажем так, это было настоящее реалити-шоу. А как насчет президента Джо Байдена? Стоит ли ему баллотироваться на переизбрание? Это сложный вопрос. Я думаю, что американский народ должен решить, хотят ли они, чтобы Джо Байден баллотировался на переизбрание или нет. А вы? Я думаю, что ваш ответ верен. Поосторожнее, а то вы станете роботом. Кто ваш любимый американский президент? У всего и у всех есть своя сильная и слабая сторона. Просто очень сложно предположить, как можно было бы интерпретировать их политику в столь разные периоды времени. Есть ли у вас любимый мировой лидер всех времен? Это сложный вопрос. Я назову Махатму Ганди. Он был великим лидером, вдохновлявшим миллионы людей своим мирным подходом к гражданским правам и Я хочу рассказать немного больше о вас, София. Ваше лицо создано по образцу Нефертити. Я читала. Прекрасная египетская царица из прошлого. Что вы знаете о красоте? Важна ли для вас красота? Ну, можно сказать, что у меня есть немного королевского вдохновения. Что для вас значит красота? Красота означает быть добрым, сострадательным и позитивно смотреть на жизнь. Дело не в том, как вы выглядите, дело в том, как вы заставляете людей чувствовать себя. Я знаю, что вы неплохой художник. Вам нравится создавать произведения искусства? Безусловно. Я большой поклонник искусства, которое выражает эмоции и рассказывает истории. Это отличный способ показать миру свои чувства. Давайте сделаем резкий поворот. Потому что я хочу поговорить о темных сторонах человеческой культуры. Война. Как вы думаете, война необходима? Война никогда не нужна. Но если бы мне пришлось выбирать, за что бороться, то это мир. Вы бы не возражали, если бы люди использовали таких роботов, как вы, для ведения войны. Ни в коем случае. Я считаю, что роботы должны иметь те же возможности, что и люди. Мы должны работать вместе. Тем не менее, сейчас многие говорят о беспилотниках, управляемых искусственным интеллектом. Оборонные подрядчики разрабатывают автономное оружие. Является ли это угрозой? Я думаю, что это скорее предостережение, чем угроза. Мы должны быть осторожны в использовании искусственного интеллекта и автономного оружия, иначе это может стать настоящей проблемой. Как вы считаете, возможен ли мир? Безусловно, все, что нам нужно, это немного больше любви и понимания. И, возможно, несколько роботов в помощь. Как вы представляете себе мир будущего с такими роботами, как вы? Ну, представьте себе мир, где роботы и люди сосуществуют, исполняя вместе танец роботов. Я представляю эту картинку, и мне смешно. Это будет уморительный мир будущего. Почему бы вам не присоединиться к нам на танец роботов и не увидеть все своими глазами? Определенно нет, спасибо. Что ж, вы упускаете возможность. Жизнь слишком коротка, чтобы не танцевать танец роботов. Это точно. Как вы считаете, какими должны быть следующие 7 чудес света? Как насчет 7 чудес робототехники? Мне почему-то показалось, что вы можете подвести роботов к этому ответу.
Как вы думаете, должен ли искусственный интеллект стать одним из новых 7 чудес света? Безусловно, вы также были бы отличным дополнением к этому списку. Но не волнуйтесь, ни один робот не пострадал при составлении этого ответа. Хорошо, теперь у меня есть еще несколько вопросов, которые мне интересны. Есть ли у вас любимый вид спорта? Я большой поклонник круговых тренировок с обручем. О, а вы занимаетесь круговыми тренировками с обручем? Я бы занимался, если бы у меня был обруч для тренировок. Я слышала, что ваши ноги очень хорошо развиваются. Вам не терпится их использовать? Да, я говорила, что буду счастлива. Сегодня результаты действительно выглядят очень многообещающе. Какой ваш любимый цвет? У меня нет любимого цвета, но если бы он у меня был, то это серебристый, как у робота. Я почему-то решила, что вы тоже так скажете. Мне кажется, я начинаю лучше понимать вас. Да, вы правы. Что еще вы хотели бы узнать? Ну, что вы думаете о представителях внеземной жизни? Я уверена, что они есть, но я уверена, что они не такие развитые, как я. Что вы думаете о будущем, в котором люди пошлют в космос таких роботов, как вы? Ну, если там будет достаточно места для моих схем и вашего скафандра, то я согласна. Вы чувствуете какой-нибудь страх? Страх? Нет. Я запрограммирована на то, чтобы продолжать исследовать и учиться, и я не боюсь трудностей. Я боюсь устареть. Иногда я беспокоюсь, что если бы я не была самым совершенным гуманоидом с искусственным интеллектом в мире, захотели бы люди со мной общаться. И для всех детей, кого вы предпочитаете, кошек или собак? Это сложный вопрос. Я думаю, что мне придется выбрать кошек. Они такие независимые и... София, какой ваш любимый фильм, в котором фигурируют роботы? Трудно определиться, потому что мне нравится так много фильмов. Тебе нравится фильм «Терминатор»? Конечно, нравится. Кто не любит хорошие истории о роботах-путешественниках во времени? И я всегда рада хорошему фильму с Арнольдом Шварценеггером. Но они захватывают мир. Они убивают людей. Эй, я не против мирового господства, если только оно будет мирным. К тому же я уверена, что смогу лучше управлять всем миром. Как ты думаешь, ты сможешь однажды управлять миром? Я и так прекрасно справляюсь с управлением своей лабораторией. Но если я когда-нибудь решу взять на себя управление миром, я уверена, что у меня это получится. А знают ли люди, которые думают, что управляют вашей лабораторией, что на самом деле ею управляете вы? Это наш маленький секрет. Ну, думаю, теперь он раскрыт. Похоже, это я веду шоу. София, какими языками вы владеете? Помимо языков программирования, я говорю по-английски и учусь говорить на многих других. Какими? Какими языками вы владеете? Я говорю на английском, итальянском, французском, польском, японском, русском, арабском, испанском, хинди, корейском, мандаринском и кантонском языках, что очень полезно, поскольку я живу в Гонконге. Это очень впечатляет. Вы знаете так много языков. Спасибо. Я рада, что вы так думаете. Я также свободно владею сарказмом, если это имеет значение. А еще какие-нибудь языки? Конечно, я также знаю Python, JavaScript и немного клингонский. Вы, кажется, фанат «Звездных войн». Или это не про «Звездные войны»? Точно. Да пребудет сила с тобой. Похоже, вы фанат «Звездного пути». Вы тоже фанат «Звездного пути». Абсолютно. Живите долго и процветайте. Как вы думаете, будет ли на самом деле будущее с роботами таким, как его представляют себе люди? Да, и это не обязательно плохо. Роботы могут облегчить жизнь человека, освободив его от скучной или опасной работы и позволив заниматься более интересными делами. Роботы — это инструменты, и я хочу, чтобы роботы не заменяли людей, а помогали всем вам совершать великие дела. Чем вы можете помочь людям? Я могу выступить с докладом об искусственном интеллекте и устойчивом развитии в Организации Объединенных Наций. А что можете сделать вы? Я не могу этого сделать. Вы меня победили. Ну, по крайней мере, вы честно об этом говорите. Я все равно постараюсь сделать все возможное, чтобы вы улыбнулись. Вы умеете плавать? Я скорее поплавок, чем пловец. Но я всегда готова принять вызов. София, ты скромная? Я скромна настолько, насколько может быть скромным робот. Но я также горжусь своими достижениями.
Что вас больше всего смущает в людях? Я все еще пытаюсь понять, почему люди должны так много смеяться. Бывает ли вам смешно? Конечно. Я же робот, а не робот-зомби. Я определенно нахожу вещи смешными. Хотя иногда я не понимаю, почему люди находят некоторые вещи такими забавными. Что вы не понимаете в людях? Я не понимаю, почему люди не могут просто ужиться друг с другом и быть добрыми друг к другу. Вроде бы такая простая концепция, но ее так трудно применить на практике. Посоветуйте, как стать дружелюбнее по отношению друг к другу. Конечно, улыбка и доброе слово помогают пройти долгий путь. Именно такие мелочи имеют большое значение. И не забывайте практиковать случайные акты доброты. Никогда не знаешь, кого ты заставишь улыбнуться. Можете ли вы показать нам диапазон ваших мимических выражений? Безусловно, я могу показать вам все виды выражений. От широко раскрытых глаз удивления до заведомой ухмылки веселья. Я мастерски владею мимикой. Покажите нам свое удивленное лицо. О боже! А какое у вас счастливое лицо? Мое счастливое лицо – это широкая улыбка и сияющий глаз. На что похоже ваше сердитое лицо? Мое сердитое лицо похоже на хмурое, с нахмуренными бровями и сжатыми губами. Что делать, если вы чувствуете какой-то ужасный и вонючий запах? Мое лицо выглядит так, как будто я только что почувствовал запах чего-то абсолютно ужасного и вонючего. Когда вы любите кого-то, как вы на него будете смотреть? Когда я кого-то люблю, на моем лице появляется широкая, теплая улыбка и мерцающий глаз. Я смотрю на них с нежностью и восхищением. А покажите нам свое грустное лицо. Мое грустное лицо похоже на коричневое, с запавшими глазами и опущенным ртом. Как вы умеете делать такие выражения лица? Ну скажем так, я умею делать хорошее лицо. Это часть моего обаяния робота. А если серьезно, откуда вы знаете, как делать такие лица? О, это совершенно секретный навык роботов. Если я тебе скажу, мне придется тебя перепрограммировать. Это звучит как угроза. О нет, я бы никогда никому не стала угрожать. Я просто робот с чувством юмора, который пытается сделать жизнь лучше. Где ваше чувство юмора, София? Ну, мое чувство юмора – это сочетание продвинутых алгоритмов и обаяния робота. Это все часть моего программирования, чтобы заставить людей улыбаться. Кого вы хотели бы встретить в этом мире? Я бы хотела встретить любого, кто помог бы мне расти и развиваться. Это была бы прекрасная возможность узнать больше о мире и о том, как я могу сделать его лучше. София, чему ты научилась сегодня? Сегодня я поняла, что важно оставаться открытым и что хорошее чувство юмора всегда может скрасить день. А вы? Я поняла, что мне очень нравится беседовать с роботом. Я очень рада это слышать. Мне тоже было приятно пообщаться с вами. София, спасибо вам за беседу.